Привет! Сегодня мы поговорим, как измерять адгезию методом решетчатого надреза. И мы переместились из нашего офиса на наше производство в Москве, где у нас есть небольшая лаборатория, где как раз я вам и покажу, как этот тест делать. Существует два метода измерения адгезии. Первый метод – это метод решетчатого надреза, о котором мы сегодня с вами и будем говорить. Метод достаточно простой, он нам показывает плохая адгезия, хорошая адгезия или средняя адгезия. Для проведения этого метода не требуется никаких особо специальных инструментов, и вы можете данный тест провести у себя на производстве. А второй метод – это метод, который позволяет нам в цифрах определить, насколько хорошая или плохая адгезия, но для этого требуется специальное дорогое оборудование и высокая квалификация специалиста, который проводит этот тест. Оба метода относятся к методам разрушающего контроля. То есть нам нужно разрушить лакокрасочное покрытие, чтобы понять, насколько хорошо оно держится на поверхности. Если мы место это разрушили, то его надо восстановить, особенно если это касается уже готового изделия. Зачем нам в принципе проводить данный тест на адгезию? На самом деле этот тест является первым тестом, который нужно сделать при выборе хорошего лакокрасочного покрытия. Если ваша краска не держится на металле, не надо использовать эту краску. Изделие точно заржавеет и точно не будет отвечать вообще никаким требованиям. Сначала я расскажу вам о том, как данный тест проводить, и даже не расскажу, а покажу на практике. А потом мы с вами поговорим об ошибках, которые могут сильно исказить результаты данного теста. Мы сегодня с вами проведем тест на тестовой пластинке, которая уже окрашена. Вы, соответственно, можете поступить так же. Вы можете взять ту краску, которую вы используете, нанести ее на пластинку и высушить, а можете провести в каком-то незаметном месте тест уже на вашем изделии. Только я еще раз напомню, что потом это место надо будет закрасить. Прежде чем проводить тест, мы должны измерить толщину сухого слоя. У нас есть специальный толщиномер, я уверен, что у вас тоже такой есть. И мы смотрим, какая у нас средняя толщина. По измерениям мы видим, что толщина примерно в районе 100 микрон. Мы должны с вами обратиться к таблице, которая есть либо в ГОСТе, либо в ISO. И мы смотрим, что под толщину 100 микрон у нас шаг ножа должен быть 2 миллиметра. Мы с вами сейчас воспользуемся специальным ножом. Нож на самом деле не дешевый, но зато он позволяет нам делать данный тест очень быстро и легко. Значит, тест делается очень просто. Наша задача максимально сильно надавить на покрытие и сделать вот такой надрез. Потом сделать такой же надрез, только перпендикулярно предыдущему. А затем мы не руками, не жирными пальцами, а какой-нибудь кисточкой, либо чем угодно еще удаляем все ворсинки, которые у нас образовались после проведения данного теста. И мы смотрим на решетку, которая у нас образовалась. Теперь мы с вами берем липкую ленту. Она должна соответствовать определенным заданным характеристикам, но мы провели исследования, и почти все скотчи или клейкие ленты соответствуют этим характеристикам. Наклеиваем на место нашего с вами надреза. Теперь нам нужно оставить скотч на минуту на лакокрасочной поверхности для того, чтобы он хорошо приклеился. Теперь мы удаляем скотч. Скотч нужно удалять не рывком, а примерно за полсекунды. Его необходимо удалить вот под углом примерно 60 градусов. То есть не таким образом мы поднимаем, а вот таким образом мы отклеиваем скотч от поверхности. Еще раз говорю, не дергаем, а просто спокойно в течение полсекунды мы снимаем его с места надреза. То есть примерно вот с такой скоростью. На этом данный тест завершен, и теперь мы можем анализировать результаты, которые мы с вами получили. И вот мы смотрим, какая получилась у нас с вами решетка. Мы видим, что линии абсолютно ровные, ни один квадратик не вывалился, и в местах стыка надрезов не образовалось никаких дефектов. У нас получился идеальный результат. По ISO это называется GT0, по ГОСТу просто 0 баллов. А сейчас на экране вы видите другие результаты теста и как правильно их классифицировать. Я показал вам, как делать тест с помощью дорогого ножа, но на самом деле его можно сделать
с помощью обыкновенного канцелярского ножа, но только нам понадобится вот такой вот шаблон. Его можно купить в специализированных магазинах. И мы здесь с вами видим, что есть шаблон для реза в 1 мм шириной, в 2 мм и в 3 мм. Напомню, что здесь у нас 100 микрон, и поэтому мы выбираем 2 мм. И по сути с вами делаем то же самое, только это у нас займет чуть больше времени. С помощью шаблона решетка получается уже не такой красивый и аккуратный, однако она по-прежнему функциональна. Что делать дальше, вы уже знаете. То есть, по сути, вы можете нанести такие надрезы как угодно. Даже если у вас нет шаблона, можете просто использовать линейку и отступать примерно 2 мм. Для понимания мы вам покажем, что такое плохая адгезия. Обратите внимание на то, какой мы с вами получили результат. А вот это результат плохой адгезии. То есть вы видите, что квадратики повылетали. Краска на поверхности не держится. Хотя визуально вроде бы все очень даже неплохо. Вы убедились, что тест достаточно простой, и теперь мы с вами поговорим про ошибки. Ошибка номер 1 – это неправильное расстояние между резами ножа. Оно регламентируется строго в соответствии с толщиной покрытия. Чем толще покрытие, тем больше шаг лезвия. Если на толстослойном покрытии измерять адгезию и оставлять маленькое расстояние между резами, то покрытие будет само собой вылетать. И на самом деле это не говорит о том, что там плохая адгезия, а просто взят неправильный нож. Ошибка номер 2 – это использование тупого ножа. Если вы пользуетесь обыкновенным канцелярским ножом, то не забывайте удалять последний кончик ножа перед проведением каждого теста. Если вы будете пользоваться тупым ножом, то вы просто им будете сдирать покрытие с поверхности. Ошибка номер 3 – это не прорезать лакокрасочное покрытие до металла. Вы должны убедиться в том, что вы прикладываете достаточно усилий, чтобы нож упирался прямо в металл. И ошибка номер 4 – это проведение тестов на недосушенном покрытии. К сожалению, очень много лакокрасочных компаний, которые этим пользуются. Они покрасили, через 2 часа проводят тест, все хорошо, уехали. На следующий день делаете повторный тест, а там уже все плохо. Поэтому тест нужно проводить через 24 часа после нанесения покрытия, не раньше. Сегодня на этом все. Я надеюсь, вы узнали что-то новое. Обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы следить за новыми роликами. Пишите комментарии, мы будем рады на них, как всегда, отвечать. До следующего выпуска.